Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об ИСБ. Сегодня опять рубрика «История команд». В прошлом месяце я рассказывал об истории команды «Партизан», до этого об истории старых друзей. В этот раз мы будем говорить не об истории команды из клуба Берн. В этот раз, в этом выпуске, в следующем мы сосредоточимся на другом любимце публики. На первом в истории победителе Бугурт Прайма. На московской команде, которая взяла себе имя легендарного французского рыцаря. Команда «Боярд» из клуба «Боярд». Для подготовки этого ролика я ездил в Москву, где брал интервью у Сергея Уколова, капитана команды. И позже еще я общался с Артемием Гершвальдом, с человеком, который является, по сути, вдохновителем этой команды. И вот, основываясь на том, что они мне рассказали, я написал этот материал. Кому-то может показаться странным, но первый ролик, посвященный истории команды «Боярд», будет рассказывать о другой команде. Итак, в 2002 году клуб «Боярд» выделился из клуба «Паладин», что делает его одним из старейших действующих клубов. Иронично, что при этом команда клуба «Боярд» является самой молодой из 5 топовых российских команд по боям 5 на 5. С самого своего основания «Боярд» был клубом поединщиков, самым успешным и самым титулованным клубом поединщиков. До 2016 года все чемпионы битвы наций, то есть чемпионы мира, в номинации 1 на 1 были из «Боярда». Уколов, Лапик, Гусева. Сборная страны по боям 1 на 1 в основной своей массе состояла из бойцов этого клуба, а в начале только из них. В 2002 году мы отпочковались от клуба «Паладин», то есть 18 лет. Мы ровесники клуба «Берн», на полгода постарше так получилось. То есть вот день рождения у вас было вот только что. Он на самом деле был 19 числа, но отпраздновали. Отпраздновали, а у нас в мае. Клуб турнирщиков, потому что мы организовывались тогда, когда в основном движуха была турнирная, а бугурты это было для каких-то маргиналов, хулиганов, отморозков. Мы с ними не очень дружили. К тому же нас поначалу было не очень много. Мы пятерку-то... Какая пятерка? Там не было пятерок тогда. Почему-то так сложилось. У нас был я, Ваня Васильев, Митя Коровин, Андрей Виленский, Юра Шевчук. У нас очень хорошо получалось в вступательных турнирах, мы все выигрывали. На каком-то Белом замке однажды был момент, когда все были зачинщики, человек 7. В один ряд выстроились и всех били. Я не знаю, почему так получилось. Получалось. Потом Лапик, Иванов пришли. Долгое время «Боярд» не проявлял никакого интереса к боям 5 на 5. Пожалуй, единственным бойцом клуба, кому было бы интересно себя попробовать в этой номинации, был Артемий Гершвальд. В 2014 году в хорватском Трагире он как легионер выступал за команду Аргентины. Тогда так можно было. Кажется, это была первая для Аргентины битва наций, и им не хватало человека для пятерки. И хоть Артемий не был опытным бугуртсменом, точнее вообще не был бугуртсменом, он был при этом очень опытным бойцом, и усиленная им команда из Южной Америки выступила удивительно хорошо для дебютанта. Мы с Аргентиной дошли до четвертьфинала. И в четвертьфинале дважды бились с итальянцами, по-моему. А потом вышли на третью сборную Украины. И у нее выиграли 1 раунд и 2 проиграли. Я в конце остался 1. Я изначально должен был ехать на триатлон драться. А аргентинцам мне выставили условие, что я должен драться с ними еще и в пятерке. И, у меня получилось 4 дня боев подряд. Я там чуть не охерел вообще, прям конкретно. Мы до какого-то очень далекого места дошли. То есть Аргентина была, по-моему, на 30 каком-то, а стала потом на 13 на этом чемпионате. То есть просто какую-то магию устроили. Этот опыт произвел на него огромное впечатление. И Артемий искал, кому бы присоединиться, а в идеале вообще собрать команду своего родного клуба. Желание его было велико, и он одного за другим увлекал этой идеей своих одноклубников и друзей. Кроме того, он нашел единомышленника в лице очень опытного известного бугуртсмена Айдара Кадырова по прозвищу Морган, который тогда был без команды. В 2015 году Артемий Гершвальд и Иван Васильев, другой легендарный поединщик, обратились к главе «Боярда», к Сергею Уколову, с неожиданным предложением попробовать свои силы в боях 5 на 5. И хоть Уколов эту идею с самого начала с восторгом не воспринял, Гершвальд и Васильев его все-таки убедили. Уж больно хорошая подобралась компания. К львам присоединились другие опытные поединщики. Александр Надеждин и Максим Плаксин. Да еще и Морган вошел в состав этой команды. Вот уж кому точно было не занимать опыта командных боев. Стали думать над названием. И оказалось, что у каждого бойца есть какое-то тотемное животное. У Моргана это конь, у боярдовцев, очевидно, лев, у кого-то медведь и так далее. Сейчас сложно вспомнить, кто именно
предложил, но название «Зверобойс» очень неплохо выражало эту концепцию. Парни-звери. Потом потихонечку мы в таком режиме и дожили до момента, когда уже пятерки встали на ноги. И Артем Томский, Гершвальд с Ваней Васильевым сказали, что Серега, пойдем, там пятерки. Я говорю, дураки что ли? Вы, конечно, идите, но я тут при чем? Я вот фехтую, а меня там убьют. Ведь вы видели, как там бьют страшно? Сказал я им. Они говорят, да нормально будет, там мы с пацанами объединимся, вот там Морган зовет, команду сделаем, там нормально все будет. Вот, и в 2015, по-моему, году у нас был первый выход команды «Зверобойс». Саша Надеждин, Морган, Максим Плаксин, я Томский, Ваня. Вроде такой состав был. Кто-то еще был. Ваня Мусуров. Вот, мы поехали к Гастингсу на их дворовые мероприятия, которые у них на спортплощадке проводилось. И первый раз дрались 5 на 5. То есть вот это был ваш первый турнир? Да. То есть прям дрались, мы его выиграли. Ну, таким составом, понятное дело, там можно ничего не уметь. После «Зверобойс» посетили еще несколько турниров недалеко от Москвы. Выступали отлично. Состав хоть и не был сыгранным, но состоял исключительно из звезд. И вот на турнире во Владимире, по мнению Гершвальда, или на турнире в Зарайске, по мнению Колова, тут у них версии разошлись, «Зверобойс» впервые встретились с уже легендарным партизаном, который тогда переживал свой ренессанс, практически не оставляя противникам шансов на победу. Во Владимир, по-моему, или еще куда-то. И там мы с партизаном достаточно здорово подрались. Причем партизан был ослаблен, у нас не было части состава. Но там очень Дима Кунченко круто уронил Ваню. Он ему подбил внутренним лоу-киком ногу. И после этого толкнул его. Прям вообще очень круто поймал. Из-за этого мы проиграли тогда бой. Прям очень обидненько было, потому что я успел фрагануть Егора. И могло быть преимущество. Бой был проигран. Но, как вы видите, по мнению Артемия, бой, если и не был близким, то точно не был безнадежным. И, возможно, именно этот опыт придал команде уверенности. И в следующую свою встречу с партизаном Боярд и компания показали совершенно другой результат. Встреча эта произошла спустя несколько месяцев в финале «Динамо» 2015 года. И этот финал запомнился всем. Ведь в этот раз молодая команда матерых ветеранов победила неоспоримых лидеров мирового ИСБ. Ну, то есть, почти победила. Но обо всем по порядку. Тот турнир для «Зверобойс» начался, прямо скажем, комфортно. Парни поднабрали командного опыта за сезон, а личного мастерства им до того было не занимать. Выйдя из подгруппы, встретились с опытной украинской командой ДЗХ, которую не без проблем, но прошли. Тогда круто выступил Морган, вытянув второй раунд. В какой-то момент «Зверобойс» проигрывали. 4-2. Но Айдер Кадыров чуть больше, чем за 10 секунд сделал 3 фрага. Дальше бой был против старых друзей. Для друзей этот турнир сразу не задался. В первом же раунде первого же боя 3 бойца команды получили травмы. Да такие, что 2 снялись с турнира сразу, а 1 продолжал драться на 50%. При этом кое-как даже вышли из подгруппы и даже как-то прошли 1/8 финала. Но вот на «Зверобойс» сил уже не хватило. Счет по раундам 2-0, старые друзья едут домой. «Зверобойс» проходит дальше. Следующий круг, где начинается настоящий ад. А точнее финал, но финал с особенностями. В видео про партизан я сказал, что это был финал 3. По крайней мере, так он запомнился мне, Сергею Колову, Дмитрию Кунченко, да и вообще, наверное, много кому. Но при подготовке этого ролика я посмотрел все бои этого турнира на канале Юрия Спиридонова и понял, что на самом деле это был финал 4. Но не обычный, со стадии полуфинала и самого уже финала, а круговой, когда 4 сильнейших команды бились друг с другом в круг. Это было связано, наверное, с тем, что на том «Динамо» было очень много команд, соответственно, очень много подгрупп. И по итогу выделилось не 2 команды, претендующие на первое место, а 4. Ну, а может быть, просто экспериментировали организаторы. Таким образом, биться в круг и выяснять, кто сильнейший, предстояло 4 командам. «Князь», «Западная башня», «Партизан» и «Зверобойс». И первый бой в этом чудном финале как раз был «Партизан» и «Зверобойс». Бой, в принципе, с прогнозируемым результатом. Победа «Партизана». Ну, в лучшем случае для «Зверобойс» победа в одном раунде. Но что же происходит? «Зверобойс» уверенно выигрывает первый раунд. Шок, разверзлись небеса. Да, конечно, в этой команде собрались далеко не мальчики, но мало кто ожидал такого результата. Тяжело же им придется дальше, ведь бывает, первый раунд партизан проигрывает, но второй точно останется за... Но нет, «Зверобойс» уверенно берет и второй раунд. Да, я Женю Гладкову через борт бросил. Нет, в первом раунде мы с ним вдвоем упали, через борт вывалились, а во втором я его бросил, на меня Дима Кунченко набежал, я его тоже на волне энтузиазма чуть не выкинул. Он ушел потом. Феноменальный результат, публика ликует.
Теперь остается встретиться с заведомо менее сильными соперниками. Команда, которая была создана менее года назад, на полном серьезе имеет почти 100% шанс выиграть Кубок Динамо. Что-то невероятное происходит. В следующем бою князь побеждает Западную башню, и сразу Западная башня без перерыва выходит на бой со Зверобойс. Казалось бы, стопроцентный вариант для Боярда и друзей. Но спортивная фортуна женщина с характером, и что-то идет не так, Зверобойс проигрывает. Теперь Партизан сражается с князем и побеждает его. Вы понимаете, насколько все запутано, насколько равны силы команд? Зверобойс проигрывает команде, которую побила команда, которую побила команда, которую побил Зверобойс. Взрыв мозга, да? Третий круг. Партизан, князь и князь Зверобойс. В обоих боях князь уступает. И каков результат финала 4? Западная башня и князь. 2 поражения, 1 победа. Партизан и Зверобойс. 1 поражение, 2 победы. По результатам этой фееричной карусели князь будет сражаться с Западной башней за 3 место. Выиграет Западная башня. А Зверобойс предстоит вновь встретиться с Партизаном. Теперь в самом настоящем финале в бою за 1 место. Собраться и доказать, что победа в предыдущем круге была закономерной. В этот раз Партизан уже победил. Ну, как бы то ни было, это был, офигенный турнир. Стабильность, признак мастерства, а мы там на дурака вышли практически. Мы там такое делали. Сейчас я не смотрю эти бои. Прошло то время, все там такое совершали. Да. К сожалению, для болельщиков Зверобойс, коих у команды в течение того вечера появилось огромное количество, повторить успех не удалось. Чемпион есть чемпион. Тем не менее, команда из Боярда творила что-то невероятное на том Динамо. Занять 2 место на одном из самых жестких турниров мира в свой 1 сезон, пройдя через очень сильных соперников и попутно победив непобедимый Партизан, это не выдающийся результат. Разумеется, команду из Боярда никто не считал аутсайдером. Я уже много рассказал, насколько звездным был ее состав. Но тем не менее, мало кто мог рассчитывать, что команда поединщиков заберется так высоко. Поймите меня правильно. Кто-то может посчитать, что в ролике, посвященном истории команды, неуместно говорить про то, как парни не победили. Кто-то может усмотреть углубление автора, который сам из Берна и, разумеется, топил за Партизан. Да, я болел за Партизан, но еще я огромный фанат нашего спорта. И в тот момент я был безумно рад, что появилась еще одна очень сильная команда, которая ворвалась в мир пятерок. Быть может, хорошо, что парни не победили на своем первом Динамо. А ведь они были чертовски близки к этому. Если бы они победили Западную башню, то второго боя с Партизаном бы не состоялось. Но кто знает, может быть, в таком случае победа могла бы показаться для вам легкой. И их бы особо не заинтересовали пятерки, они решили, что тут нет ничего сложного. Но этого не произошло. Боярд не выиграл и пришел в мир пятерок надолго и всерьез. После 1 сезона Зверобойс не стало. Надеждин и Плаксин сделали свою команду, Громобой. Морган ушел в Русский Орден, но на их место пришли другие. И теперь они все были из одного клуба, и команда была переименована в Боярд. Первоначально обновленная команда была значительно слабее Зверобойс, но она крепла, обрастала новыми бойцами и опытом. Именно этой команде, Боярду, в 2019 году было суждено стать первой в истории победительницей Бугурт Прайма. Но об этом в следующей серии. Если вам показалось, что в этом ролике маловато Сергея Уколова, вы можете пройти по ссылочке в описании на его канал и подписаться. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале. Салют, друзья! Что за херня просто? Все. В обоих боях князь уступает. И каков финал? Что? Результат? Ты сам запутался, мне кажется. Я не могу, я не понимаю. Я тебе сейчас, у меня все это, я вчера пересматривал, я такой, короче, это было ровно не так, как помнит Диман, и ровно не так, как помнит Уколов. А так, как я выяснил. Вот такой я журналист. Да. Еще раз приготовились.